В 71 году истинного календаря человечество создало сферу Дайсона, чтобы собрать всю солнечную энергию. И это позволило 70% человеческого населения покинуть Землю. В 77-й модуль Геор прибыл самолет и запросил разрешение на стыковку. Когда двое сотрудников приветствовали студентов за то, что они прибыли в 77-й модуль Геор, они спросили, почему студентов было больше двух. Поэтому Лив убила их ножом, сказав, что эра мира сделала людей лучше. А Джорджа Пуси. В классе учитель провел презентацию о балансе сил между народами Дорши и наследницей, но вместо того, чтобы сосредоточиться на лекции, мысли Харуто были сосредоточены на Сико. Заметив его подруга Кума отправила ему сообщение с просьбой признаться ей, и он начал кашлять после прочтения сообщения. Сико заметила это и спросила, что случилось, но он сказал ей, что ничего страшного. Однако она все равно медленно приблизилась к нему, спрашивая, почему он все это время смотрел на нее. Она пыталась украсть его телефон и изо всех сил пыталась забрать его, пока Мари не украла его и не отдала ей. Она снова спросила, почему он смотрит в ее сторону, и он сказал ей, что находит ее милой, когда она молчит. Услышав это, она подумала, что Хота находит ее уродливой, когда она говорит, поэтому он уточнил свое заявление, и лорд Рис сказал, что она всегда выглядела милой. Вскоре наступил вечер, и Кума гуляла возле здания школы с Аа, когда Полдень и Аинс подошли к ним, чтобы спросить, как проехать. Полдень хотел посмотреть, что Аа прячет у себя под юбкой, но Аинс остановил его и сказал, что она никогда не достанет эту штуку за всю его жизнь. Жизнь, которая была у нее под юбкой. Затем Вульф подсчитал, что предмет, который они искали, находился прямо под зданием, на которое они смотрели. Так что все направились туда, и Кума с Эной подумали, не были ли они какими-нибудь новыми студентами, переведенными на другую работу. Покупая какое-то оборудование для уборки, Сико сказала Харуда, что она не чувствует в нем никакой страсти, и ей показалось, что он не пытается выиграть соревнование. И отдала его Харуда. Она выиграла бесплатно. Он ответил, что хотел бы жить в мире, где им не нужно было бы конкурировать за такие вещи, когда они могли бы просто разделить поле пополам, чтобы каждый мог им пользоваться. Услышав их разговор, к ним подошел Лулф и, взяв у него из рук несколько ключей, сказал Харуто, что счастье – это не то, что можно разделить пополам, и привел ему пример, что никто не делит свою любовь пополам или не разрезает пополам яичницу-глазунью. Когда он попытался вернуть ключи, Лулф сбил его с ног и сказал, что он не может просто так позволить людям растоптать себя, и он должен бороться, чтобы остановить таких людей. Пока девочки ходили на урок плавания, классная учительница Нанами, которую бог Буба благословил огромными плавками, Харуто и Сико убирали храм. И Кума рассказала о том, как эльф вырубил Харуто. Сико разозлилась и сказала, что он поступил правильно, поэтому он поблагодарил ее за то, что она разозлилась из-за него. Лалф и остальные отправились на секретный объект под школой. Когда они были в храме, Сико сказала Харуда, что любое желание, загаданное в этом храме, сбудется, поэтому он стал очень серьезным, так как собирался кое в чем признаться. В космосе армия Дорши получила закодированное сообщение от эльфа, и они начали уничтожать всю миссию Virgin. Небольшие космические корабли, называемые ВАФ, начали двигаться к сфере Дайса с корабля Дорши, и как раз в тот момент, когда Харуто собирался признаться, они вошли в сферу. Корабли Джи поднялись в небо, чтобы сразиться с ВАФС, но они оказались трансформерами из Wish.com и уничтожили корабли с помощью миниганов. И отразили все атаки, исходящие от наземной обороны Геора. Наблюдая за воздушным боем, Харуто подумал, не началась ли война, в то время как флот Дорши обрушивал энергетические лучи на сферу Дайсона. Ричи и остальные наконец-то проникли на секретный объект. И после того, как они убили всех находившихся там ученых, они увидели огромного робота. И ученый, который был при последнем издыхании, отправил робота на Землю. Так Вир жестоко убил ученых. Харуто и его друзья видели, как робот выходил из воды, и когда Сико попытался подойти к машине, чтобы спасти кого-то, взрывная волна взорвала местность. Когда ученики поднялись на ноги, Харуто начал искать Сико, сказав, что сейчас не время играли в прятки, но остальные сказали ему смириться с тем, что она мертва. Услышав это, Харуто издал громкий вопль и бросился к роботу, сказав, что он заставит всех в Даршапее умереть за то, что они убили его единственную надежду лишить его девственности. После того, как он включил робота по имени Волвраве, робот поднялся на ноги, и Ваф начал фокусироваться на это. Харуто пытался сдвинуть робота с места, но на экране внутри робота появилась надпись, спрашивающая Харуто, готов ли он уйти в отставку как человек. Волны постоянно били робота, и весь мир наблюдал за этим в интернете благодаря девушке по имени Акира. Когда Валврейва разрывала на части, Харуто не знал, что делать, и думал, что умрет, так и не отомстив за свою любовь. Но он вспомнил, как она говорила ему никогда не сдаваться, поэтому он перестал быть человеком, и робот ввел ему что-то. После этого робот преобразился, и Харуто немедленно уничтожил Вафлю прямо у него на глазах. Затем он полетел, чтобы уничтожить Вафли в воздухе, и пилоты Дорши изо всех сил пытались удержать его, так как робот был слишком быстр для них. После того, как он победил всех Вафлей, он посадил робота на землю, так как у него не было питания, и все
приветствовали его. Харуда, когда он выбрался из робота. Отходя от этого места, он заметил приближающегося к нему Лафа и спросил, кто он такой, на что тот ответил, что служит в спецназе армии Доршина. Затем он ударил себя ножом в сердце, а после того, как Харута упал на землю, он выстрелил в него 2 раза, чтобы убедиться, что тот выживет. «Оставайся мертвым». Когда он собирался забраться на робота, Харута подошел сзади и укусил его за шею. Когда его друзья прибыли туда, они увидели, что Харута весь в крови, но на нем не было никаких ран. А потом пришли друзья и собирались убить их, пока он не выстрелил из пистолета Вира и не сказал друзьям Харута отойти к аппарату искусственной вентиляции легких неподалеку. Затем Дре спросил, почему он целится в него из пистолета, и вместо ответа он выстрелил ему в глаз. И вошел внутрь аппарата искусственной вентиляции легких, чтобы рассказать всем, что он был Харуда. Силы Дорсии окружили все места в сфере Дайсона и держали людей в плену. Даже в Академии Сакамори силы Дорсии заставляли студентов отдавать свои мобильные телефоны, но Рейза сопротивлялся и делал все возможное, пока его не сбили с ног. Затем один человек сказал всем студентам, что Геор сдался им, так что нация, которую они знали как Геор, больше не была страной. Еще больше, и теперь это была земля, принадлежавшая великому Дорше. А я тем временем поиграл с Кумой в камень, ножницы, бумагу, чтобы доказать, что он на самом деле Харуда. Он был удивлен, как ему удалось так хорошо стрелять, поэтому Саки сказал ему, что это благодаря мышечной памяти, так как его тело привыкло постоянно сражаться. Они думали, что должны вернуть тело Харута, но Луф был больше сосредоточен на том, чтобы вернуться к роботам и убить всех Даршан до последнего, так как это был бы единственный способ отомстить за смерть Сико. Президент Джора официально подписал документ, в котором говорилось, что они сдались безоговорочно. Затем Аинс доложил Кейну, что они вывели из строя большую часть сил Джора, а народ Джора депортируют. Им также удалось вернуть робота, но он был сильно поврежден, а его пилот Харуда был без сознания. Новость о предательстве Лефеля стала известна всем в Дорсии, и так как некоторые охранники говорили о нем, он убил их. И Кума спросила, почему он убил их, когда мог просто вырубить. Но Лулф напомнил ему, что они находятся в состоянии войны, и рано или поздно все может обернуться плохо, так что они должны действовать в соответствии с этим. Затем они украли вертолет, и Лулф выпрыгнул из него, чтобы немедленно уничтожить некоторых ученых, которые работали над роботом, и напугал последних из них. Он взглянул на свое первоначальное тело и удивился, почему у него не было ран. Он перенес его в кабину робота, а позже, когда Саки присоединилась к нему, она связала его тело, чтобы он мог вернуть свое сознание обратно в свое первоначальное тело. Когда они оба вернулись в свои настоящие тела, Лулф задался вопросом, как, черт возьми, он сюда попал и почему Харута все еще жив. Затем Харута подошел к флагману Дорша и начал бить по нему, так что пилоты развернули корабль под углом и заставили Харута упасть в воду. В конце концов он отправился в космос и увидел Землю прямо перед собой, но его осмотр был недолгим, так как налетело несколько порывов ветра, чтобы напасть на него. Увидев, как он изо всех сил пытается управлять Валравы в космосе, Лейф сказал ему, что ему не победить против такого количества кораблей. Но он велел ему заткнуться нахрен и начал намазывать ветчину на вафли. Двигаясь с огромной скоростью, он вытащил меч и начал уничтожать каждого вафа одного за другим. В то же время корабль Дорша прибыл в космос и запустил 2 своих самых совершенных корабля, пилотируемых Драем и Виром. Эти корабли были жемчужиной империи Дорша и назывались тяжелыми истребителями. Драй выпустил по Харуда шквал ракет и управлял их траекторией вручную, чтобы они следовали за ним, куда бы он ни попытался увернуться. В конце концов, некоторые из ракет попали в Волвраве, и робот начал нагреваться из-за повреждений и того, как сильно Харута его двигал. Ришат, который освободился сам, взял Саки в заложники и потребовал, чтобы Харута послал сигнал о капитуляции на корабль Дорша. Однако Дре подошел к ним и, назвав его предателем, спросил Лафа, почему тот выстрелил в него, заставив его запутаться в том, о чем он говорил. Он прижал Вальравена к скале, и Харута воспользовался этой возможностью, чтобы попытаться сбежать. Страх тоже присоединился к драке и был рад, что Лав превратился в предателя, так как всегда хотел сразиться с ним. Он продолжал стрелять в Вальрава, поэтому Дре сказал ему уйти, так как битва была между ним и ЛФ. Из-за перегрева робота он больше не двигался, и ЛФ спросил Харута, что он с ним сделал. Но прежде чем он смог ответить, ему позвонили из Сико, и звук ее голоса заставили его расчувствоваться. Когда он спросил, где она была все это время, она сказала ему, что застряла в машине под землей. Глядя, как он разговаривает, Лулф заметил Харута и удивился, что происходит, так как его одежда была повреждена, а тела нет. Батарея телефона Сико почти разрядилась, и она беспокоилась о нем, так как слышала взрывы, поэтому Харута сказал ей не волноваться, поскольку он скоро вернется, и пообещал продолжить разговор, который они вели в храме. Когда Волвраве снова получил удар от Дре, его максимальный предел вырос со 100 до 666, и Харута начал проклинать робота. Лулф сказал ему, что есть причина, по которой разработчики позволили увеличить теплоемкость робота до 666, и сказал ему перегреть робота, чтобы выяснить, что он делает.
Дре схватил робота и начал сжимать его, пока клапан не перегрелся и не покрылся яркой плотной энергией. После совершения сеппуку по какой-то причине Харуто превратил меч в гибкий луч света и использовал его, чтобы ударить им по кораблю Дре. Люди на главном корабле Дорши задались вопросом, что это было, и приказали собрать все оставшиеся силы, как вдруг из моря появился флот. Нацию Эрис и начали обстреливать Даршу и вынудили их уйти. Когда они наконец ушли, Саки от счастья обняла Харуто. Но он оттолкнул ее, так как больше не хотел возбуждаться, а Лулф спросил, почему он не помнит того, в чем его обвиняют. Сико в конце концов сбежала из машины, и когда Харуто вернулся в сферу Дайсона, эльф была взята в плен, а Сико поблагодарил Харуто за то, что он спас их всех. Она хотела, чтобы он продолжил то, о чем они говорили в храме, пока их не прервали. Поэтому он изо всех сил старался признаться, но вместо этого поджарил ее. После этого он убежал, а когда Кума спросила, что он пытается сделать, Харуто ответил, что теперь он превратился в монстра и не заслуживает никаких чувств. В эпоху, когда большинство людей жили в космосе, человечество было разделено на две противоборствующие группировки, одной из которых была Дарсианская военная федерация, а наследницей — Соединенные Штаты Атлантического кольца. Однако еще одна нация сумела преуспеть в тени этих двух гигантов. Этой нацией был Геор, который всегда предпочитал мир, пока Дорша не напал на них. В школе Сакамори Харуто назвал имя Лулфа чиновнику, и когда они услышали это имя, они немедленно направили на него оружие, и перед тем, как забрать его, он предсказал Харуто некоторые события, которые произойдут в будущем. Пока каждый по-своему пытался взять себя в руки, вертолеты Aeris Lunar Orbit приземлились рядом со школой, и сенатор Фигуэра вышел на встречу с учителями, сказав, что Джор всегда был союзником Aeris, и их долг помочь им в трудную минуту. Нужна. Когда Харуто и остальные увидели свою школу, им показалось, что они увидели ее снова спустя годы. Осознав, что их защитник здесь, ученики окружили Харуто, и девочки не могли не почувствовать что-то в том месте, куда не доходил свет. 2 года назад Лалф в одиночку уничтожил 5000 солдат и получил прозвище «Армия одного человека». Студенты ели вкусную еду, предоставленную наследницей, а девочки наслаждались горячей ванной после долгого перерыва. Поглощая ее еду, Сико, казалось, была погружена в свои мысли, поэтому Мари спросила, что происходит между ней и Харуто, и хотя она была поражена этим, она сказал, что ничего не происходит. В лаборатории Харуто сделал небольшой надрез на пальце, чтобы провести анализ крови, и оказалось, что это нормально, но его регенерация была далека от формальной. Кума и Анна думали, что ему следует обратиться к врачу, но Саки был против этого, так как Харуто мог превратиться в лабораторную крысу. Внезапно у Харуто начала просыпаться жажда крови, и он попытался высосать телесные жидкости Кумы как вампир, пока Саки не разозлился. Я дал ему пощечину, и он пришел в себя. Однако он мало что помнил, поэтому Саки сказал ему, что он напал на Куму как вампир, и услышав это, он вспомнил, что с ним случилось то же самое. Затем Фигера вызвал Харуто и спросил, впервые ли он разговаривает с политиком. Они посмотрели видео, которое выложил ботаник по имени Акира, и многие люди в комментариях забеспокоились о безопасности Харуто. Так что Фигера предложил ему ответить на них, и когда он это сделал, все начали сходить с ума, и новость о том, что он жив, распространилась повсюду, и это сделало его знаменитостью. Фигера тогда сказал ему, что он был маяком света для Геора, и Харуто подумал, что он косвенно советовал ему сразиться с Доршей. Но вместо этого он сказал ему бежать, так как знал, что если Дорша пошлет свои основные силы, модуль, где жил Харуто, будет уменьшен, превратится в пепел. В подземной камере один человек пытался что-то вколоть ЛФ, и как раз в тот момент, когда он собирался это сделать, ЛФ вырубил лампу гайкой, которую он взял со стула, к которому был привязан, и украл пистолет, чтобы убить всех, кто там был. На следующий день ученики ждали, когда канатная дорога доставит их в школу, и Харуто обратился к ученикам с просьбой прислушаться к тому, что говорят солдаты-наследницы. Зайдя в комнату студенческого совета, Такахи увидел 2 голубков и сказал им идти на платформу канатной дороги. Затем она вошла в комнату и спросила, где находится президент студенческого совета Сатоми, на что девочка сказала ей, что он занят. И она велела им идти к канатной дороге как можно скорее. Чтобы выбраться из этого района. Когда он инструктировал всех успокоиться и быть полезными другим, он вспомнил, что Лав сказал ему ранее, в то время как в другом месте было обнаружено местоположение Лейфа. И Лав присвоил им самый низкий уровень квалификации, так как им потребовалось 15 минут, чтобы найти его. Когда солдаты-наследницы окружили его, он спрыгнул на нижнюю часть здания, используя проволоку, и командир Эриса приказал всем подразделениям следовать за ним. Некоторые солдаты использовали огнеметы, поэтому эльф запустил их всех в космос,
и в него начали стрелять куча маленьких космических кораблей, но он также уничтожил их все. Харуто осмотрел школу, чтобы посмотреть, не остался ли кто-нибудь позади, и Сико увидела в школе кого-то странного, поэтому она тоже поспешила туда. Командующий армией Эриды приказал своему персоналу посадить корабль в док-модуле 77, и в школе Ризо подошел к Харуда и попросил его передать робота ему, так как он хотел отомстить за своего погибшего друга. Прогуливаясь по школе, Сико наткнулась на убежище Акиры. Когда корабль собирался причалить, Лулф вызвал образование огромного облака дыма вокруг корабля, из-за чего главный корабль и летающие поблизости реактивные самолеты врезались в стену, заставив Харуто понять, что ЛФ предсказал это ранее. Командир сказал Фигера, что он застрял на мели, так как больше не может войти в док и обеспечить им безопасную эвакуацию. Ученики начали паниковать, и в школе ЛФ сбил Ризо с толку и попросил Харуто заключить с ним контракт, чтобы принести революцию в Даршу. Правительство наследницы получило план от своих военных, и было высказано предположение, что им просто нужно защищать свои границы от Дорши в течение полугода. Год, и использовали это время для производства армейских роботов, таких как Валвраве, которые легко смогли бы прорвать оборону Дорша после получения робота от Джи, а затем вступили бы с ними в полномасштабную войну. Харуто спросил, зачем эльф это делает, ведь он был дарсийским солдатом. И он сказал ему, что всегда планировал революцию, но теперь она может произойти раньше, благодаря Харуто и Валвраву. Однако Харуто не поверил ни единому его слову, так как он буквально убил его ранее. Но Лулф сказал ему, что у него нет другого выбора, кроме как заключить с ним контракт, если он хочет спасти эту школу и Сико. Когда Акира заметила, что Сико проникла в ее убежище, она начала швырять в нее всем, что было под рукой, и сказала ей никому не рассказывать об этом. Ее личность и убежище, увидев вдалеке Валверф, Харуда подумал, что он мог бы использовать это, чтобы освободить корабль наследницы. Но Лав сказал ему, что соглашение с ним единственный способ защитить людей, и напомнил ему, что все его предыдущие пророчества сбылись, и отказался это делать. Так вот, он сказал ему, чтобы он показал ему знак мира, если позже передумает. Затем Харуто пошел к Фигеру и попросил его не пускать солдат внутрь Вальрава, но тот проигнорировал все, что он сказал, и солдат взорвался изнутри, когда попытался связаться с роботом. Как раз в тот момент, когда это произошло, прибыли корабли Дорша и начали атаковать модуль лазерными лучами, которые также серьезно повредили корабли Аэрис. Поскольку выхода из модуля не было, а дарсиане прибыли рано, Фигуэра приказал солдатам подготовить для него быстроходное судно, чтобы он мог сбежать. И Сико тоже узнала об этом благодаря Акире. Харуто подошел к нему и сказал, что он обещал вывести всех студентов из модуля, но он сказал ему, что предпочел бы просто спастись сам. Когда его арестовали солдаты, он попытался укусить их за руку, чтобы перенести свое сознание, но это не сработало, так как он для этого нужно было прокусить кожу. Аруто в конце концов был задержан, и утром Фигуэра сказал всем студентам, чтобы они не волновались, и заверил их, что это не так, что процесс эвакуации скоро начнется снова. И поскольку Сико знал, что он лжет, он попытался дозвониться Харуто, не зная, что тот арестован. Когда пришла Кума, она сказала ему, что они в опасности, и рассказала всем правду о Фигеро на экстренном заседании студенческого совета. Они потребовали от нее доказательств и попросили рассказать им, откуда взялась эта информация, но когда она этого не сделала, они закрыли дело. И уже собирались уходить, как вдруг она по какой-то причине решила раздеться и заставила Сатоми и Такахи поверить ей. Саки задалась вопросом, нет ли у нее проблем с психикой, но по словам Марии, если это сработает, то сработает. Позже Такахи отвлек охранников с помощью других учеников. Друг Харуда тайно проник внутрь здания через вентиляционные отверстия. Солдаты слышали, как они двигались через вентиляционные отверстия, но не смогли среагировать достаточно быстро, чтобы они не упали на него сверху. Затем Сико освободила своего поставщика мяса, и он рассказал всем, что Фигера пытался бросить их и убежать. Ризо преградил дорогу его машине, поэтому Фигера начал бешено стрелять из автомата, и Ризо получил пулю в плечо. Увидев, что Валврейв двигается, Харуто прыгнул на него и перенес свое сознание в солдата, который напал на него, прежде чем пробраться в кабину пилота. Используя робота, Харуто заставил Фигера остановиться как вкопанного и приказал всем солдатам-наследницам бросить оружие. В итоге он снова спас их задницы, и студенты подумали, что теперь они в безопасности, но пришел ЛФ и сказал им, что это не так, так как в модуль уже был окружен Дарсанским флотом. Весь Геор, за исключением этого модуля, уже был занят Доршей. И я сказал студентам, что их родителей держат в заложниках. Когда Харуда сосредоточился на нем, ЛФ использовал подписанный фрагмент, чтобы подать ему сигнал заключить с ним контракт. Но его внимание было отвлечено на Сико, которая попросила его забрать ее с помощью робота. Когда среди учеников началась паника, Сико велел им всем заткнуться и сказал, что Дорши никогда не причинят вреда их семьям. Сатоми думал, что они могут шантажировать их, но Сико сказал ему, что они будут шантажировать их в ответ, угрожая передать робота Эрис, так как этот робот это могло бы переломить ход войны. Ученикам понравилось, куда она направлялась, и Сико сказала Фигера, что они передадут им робота только в том случае, если Эрис сразится с Геором и поможет им. Когда он отказался,
Сико пригрозил отдать этого робота Дорше, и поскольку он не мог этого допустить, Айрис стала женой Геора. Снова союзник. В космосе флоты Айрис и Дорши сражались друг с другом, и последний, казалось, взял ситуацию под контроль благодаря их превосходной технологии и вафле. Главный корабль Айрис был полностью уничтожен, и их путь к доку был свободен, пока не прибыл Харуто с огромным грёбаным пистолет в руках робота и уничтожил с его помощью вафов. Затем он начал разрезать конструкцию, которая поддерживала модуль 77, так как ранее Сико предложил им не полагаться на других и быть независимыми. Объявив себя независимым государством, они могли бы вести переговоры с Эрис и Доршей на равных. В космосе Харуто продолжал рубить конструкцию, уклоняясь от атак противника, и извлек модуль из сферы Дайсона. Впечатленный Шако, Лалф спросил, кто эта сучка, и девочка сказала ему, что она дочь президента Диора. Увидев, как все студенты поддерживают ее, он почувствовал что-то внутри себя и впервые в своей жизни рассмеялся. Когда они с Харуто ходили за покупками в супермаркет, Сико бросила все, что было на полке, на землю, сказав, что она всегда хотела это сделать. Затем она спросила Харуто, не хочет ли он тоже сделать это, и он сказал ей, что он не такой сумасшедший, как она. Прошла неделя с тех пор, как она провозгласила независимость Джора, и в модуле 77 воцарился странный, неуместный мир, поскольку народы наследницы и Дорши были заняты друг другом. Девочки вели себя как будущие невесты, в то время как какие-то мальчики-дегенераты изображали аниме-девочку, загружая какие-то припасы на тележку. Харуто и Сико были удивлены, когда Сёя приехал с экскаватором, чтобы загрузить коробки. У него не было сертификата на погрузчик. Но их учитель Такуми сказал им, что это не имеет значения, так как дети теперь являются и полицейскими, и судьями в этом модуле. Четырехглазый ботаник случайно протек водопроводную трубу, ударившись экскаватором. Поскольку она не принимала душ 2 недели, Сико сразу же нырнула под воду, чтобы помыться, и сразу после этого к ней присоединились другие девочки. В то время как похотливая Мари тайно фотографировала свой участок. На заседании студенческого совета Сатоми мельком увидела сюжет Нанами, когда ей стало жарко. И он сказал ей, что это должно быть происходит из-за того, что они отошли подальше от искусственного солнца. В Айрисе было проведено собрание, на котором обсуждалась независимость Джора, и хотя некоторые из них были против того, чтобы студенты взяли модуль под свой контроль, их президент Джеффри подумал, что им не следует предпринимать никаких радикальных мер, поскольку скоро выборы, и напомнил всем, что их реальной угрозой является Дорша. В Дорше их лидер Амадеус обратился ко всем жителям страны и заявил, что сила — это все, и они не должны забывать о разрушениях, с которыми столкнулась эта нация в прошлом. В модуле профессор Такуми подошел к Валвраве Ван и подумал, что технология этого робота превосходит все во Вселенной. И задавался вопросом, как отец Харуто Соичи смог сделать это. Потом пришла Нанами и спросила, что он там делает, и он сказал ей, что отныне будет спать там, так как хочет узнать, что это за робот на самом деле. Она сказала ему, что поскольку он самый старший, он должен быть лидером учеников, но он подумал, что она сама справится и закроет дверь. Тем временем Лульф взломал электрические цепи, чтобы проникнуть в необычную комнату, и его глаза наполнились шоком, когда он добрался до нее. Вот так. На следующий день, когда он шел в школу, Кума показал Харуто, что он разработал веб-сайт для приема средств на свое имя, но был разочарован, когда финансирование прекратилось. Так и не приехал. В академии внезапно отключилось электричество и внезапно пошел снег, так как система отопления модуля также была отключена. Ризо открыл дверь ломом, и Такуми сказал ему и остальным, что искусственная среда должно быть неисправна, и случайно установил погоду из всего модуля на зиму. Чтобы это исправить, им пришлось найти способ снова включить электричество. Так что Ризо потащил Сёа, сказав, что собирается это исправить. Они медленно поднялись на крышу здания, где можно было починить электричество, и все девочки завернулись в одеяло, чтобы защититься от холода. Сёя случайно провалился сквозь пол, когда искал пульт управления электричеством, но Ризо в последний момент поймал его за руку. Оглядевшись, он увидел пульт управления прямо у стены и пришел в восторг. Так как все дрожали от сильного холода, Такахи и Эри обвинили Сико в провозглашении независимости, так как они никак не могли жить комфортно без помощи взрослых. Сико ничего не могла сказать в ответ, но Саки вмешалась и сказала, что вина лежит на каждом, так как они не могли жить комфортно без помощи взрослых. Все они были согласны с провозглашением независимости. Аруто надел костюм динозавра, чтобы согреться, как вдруг он услышал крики девочек и зашел в их комнату, чтобы посмотреть, они сражаются друг с другом. Саки по какой-то причине укусила Таку за руку, так что она дала ей пощечину и спросила, не было ли это одним из ее странных капризов. Сёа пыталась дотянуться до пульта управления, но рука Ризо начала кровоточить, так как рана от пистолета снова открылась. И его кровь капала на лицо Сёи, но он отказывался отпускать его, так как не мог видеть, как кто-то еще умирает.
Девочки продолжали драться друг с другом, и когда Сико попыталась остановить их, Эри оттолкнула ее, а Харуто сказал им прекратить ссориться между собой, когда весь мир охотится за их задницами. Будучи такой чудачкой, какой она и была, Сико решила спеть Джингл Беллс, чтобы всех успокоить, а когда Саки попыталась убежать, Такахи дала ей пощечину. Но на этот раз она ударила ее в ответ. Саю наконец-то смогла добраться до панели управления, и электричество по всему модулю снова включилось. Гудок Харуто задирал юбку Такахи, так что она назвала его уродливым гаденышем и вышла из комнаты. Он спросил Саки, все ли с ней в порядке, на что она ответила, что привыкла к этому, и попыталась уйти, но он остановил ее и попросил Сико спеть еще раз. В каком-то другом поселении Диора жители Диора увидели песню, написанную студентами Академии Сакимори, и я не собираюсь говорить об этом, так как это были самые жуткие 3 минуты в этом аниме. Несмотря на то, что это была самая трогательная песня в мире, она все же смогла достучаться до их семей и даже до жителей Ириса, что позволило резко увеличить финансирование веб-сайта Рума. Аруто поблагодарил Саки за то, что она поддержала песню, несмотря на то, что она ее ненавидела, и она сказала ни хрена себе, Шерлок. Они вдвоем отправились с Волвраве Ван на самый нижний уровень модуля, где увидели кучу других роботов с такой же технологией, и эльф тайно наблюдала за ними. Аруто попросил Саки сохранить это в секрете, так как он не хотел, чтобы другие люди становились такими же кровожадными существами, как он сам. Поэтому, согласившись на это, она взяла его за руку и поцеловала. После того, как она закончила, она сказала Харуто, что хочет стать знаменитой, и отправилась на очередной рейв в эльф. В то время как Харуто изо всех сил пытался остановить ее, Лулф подумал, что она идеальный подопытный. И пока Харуто стучал в стекло кабины пилота, Саки перестала быть человеком, так как все равно ненавидела их, и робот синхронизировался с ней. Пока студент смотрел старое выступление Саки на своем телефоне, она налетела прямо на него и надела на него тряпку. Робот, который сделает из себя бюджетную роботизированную женщину-кошку из Wish.com. Затем появился Харуто на своем роботе и попросил ее вернуться с ним, но она отказалась. Харуто было интересно, как отреагируют люди, которые любили ее, ведь она больше не была человеком. Когда она вышла из своего робота, он сказал ей быть осторожной, но для нее это не имело значения, так как теперь она бессмертна. На самом деле она ни о ком не заботилась и сказала Харуто, что ее детство было бы лучше без родителей, так как она была вынуждена сбежать и стать прославился тем, что избавился от них. Однако, несмотря на то, что она была знаменита, у нее не было друзей. Поэтому Харуто спросил, может ли он что-нибудь для нее сделать, так как он не мог видеть, как его подруга плачет прямо у него на глазах. Услышав это, на ее лице появилась улыбка, и она обняла его, сказав, что он хороший парень. Затем она сказала: «Психованная сучка, о которой ты подумал», и укусила его за шею, чтобы передать ему свое сознание. В модуле Нанами разговаривала с сенатором Фигуэра как с новым представителем Геор. Такуми и Сёя осматривали клапан Харуда, и первый сказал четырехглазому слабаку, что в будущем он может стать великим инженером. В коридоре Такахи встретил Харуто, не зная, что это Саки, и продолжил разговор. Так что он сказал ей, что она слишком много болтает, и спросил, может ли он запечатать ее красивые губки своим экскалибуром. Затем он сунул ей в рот конфету и попросил ее поболеть за него в следующем бою. Он ушел, а Саки подумала, что быть парнем действительно весело. Тем временем на корабле Дорша Кейн сказал Дре, что его не пустят на их следующую миссию, и он был недоволен этим. Вернувшись к себе настоящему, Харуто утром пошел к другим мальчикам, и они поздравили его с тем, что он стал официальным мальчиком для траха. Поскольку ему было интересно, какого хрена они сказали, скажи ему, что ты спешишь, и показал ему фотографию, на которой он спит с Саки. Итак, он подошел к ней и показал видео, которое она сняла, когда была в его теле. Он сказал ей, что она не должна этого делать. Использовать тела других людей без их разрешения. Она сделала все это, потому что Харуто был знаменит, и то, что она была с ним, сделало бы ее тоже знаменитой. Она сослалась на него, сказав, что он поможет ей стать знаменитой, и сказала ему, что она уже заплатила авансом за поцелуй. Затем пришла Сико и сказала Харуто, что верит в него, так как он не мог сделать ничего подобного, и поинтересовалась, не был ли взломан его аккаунт. Саки спросила Сико, не ревнует ли она и не возражает ли против того, что Харуто был с другой девушкой. Когда Харуто упомянул об их поцелуе, ситуация стала действительно странной. Сико подумала, что ее любимая подруга детства превратилась в истребительницу мыслей. А Саки сказала им, что ей наплевать на Харуто, и она просто хочет стать знаменитой, чтобы она могла продлить свое существование в этом мире, прежде чем исчезнуть. Затем они услышали взрыв, и когда в модуле зазвенела аварийная сигнализация, они поняли, что Дорша нападает на них. Флот Эрис присутствовал, чтобы защитить студентов, и в модуле Анна с удивлением увидела, что Саки тоже была пилотом Волвраве. Затем она отправилась в космос, чтобы сразиться с силами Даршинов, и запустила вращающиеся колеса своего робота, чтобы уничтожить вафов, которые преследовали ее. Она наслаждалась каждым моментом этой битвы, но Харуто сказал ей успокоиться, так как она была слишком беспечна. Несмотря на то, что теперь у них было два Вольврава, армия Доршина не волновалась, так как они знали, что роботы хороши только на близком расстоянии, и у них была грозная сила. Планируйте противостоять им. Аинс запустил в роботов несколько ракет, и они оба получили повреждения. Сенатор Фигера наблюдал за битвой с безопасного расстояния на корабле «Наследница», но Вирс тайно подобрался к ним и уничтожил
уничтожил корабль, забрав с собой Фигера. Студенты были в ужасе, увидев, как уничтожается корабль, а в космосе Харуда защищал Саки от множества ракет, которые были выпущены в их сторону. «Собираюсь убить ее». Когда он сражался с врагом в одиночку, она продолжала дрожать, так как была слишком напугана, несмотря на то, что была бессмертна. Все ученики, наблюдавшие за этой битвой, продолжали говорить Саки двигаться, и Сико выбежала из комнаты и случайно столкнулась с Такахи, который был одет в откровенную одежду, увеличивающую размер, чтобы поболеть за Харуто. Тем временем Харуто изо всех сил пытался подобраться поближе к врагу, в то время как они продолжали обстреливать его ракетами. А Саки продолжала плакать в своем роботе, как плаксивая сучка. Поэтому Сико сказала ей успокоить свои несуществующие сиськи, так как она была единственной, кто мог спасти их обоих и Харуда. Она напомнила ей о том, какой звездой она была, и сказала, что у нее уже есть сцена, чтобы стать знаменитой, и ей просто нужно делать свою работу. Услышав это, она сказала Сико транслировать вид из ее кабины по всему миру, так как толпа была недостаточно большой, и отправилась на битву. Она сделала несколько взмахов и использовала многочисленные мини-руки его роботов, чтобы уклоняться от ракет. Однако одна из них попала в нее, и удар, который она получила от нее, напомнил ей о мальчике, который издевался над ней, когда она была маленькой. Поэтому она продолжала пытаться пробиться к Даршанскому флоту, но ракеты доставляли ей слишком много хлопот. Сатоми думала, что в ней этого нет, но Сико думала иначе и начала болеть за нее, призывая других делать то же самое. В конце концов, все они болели за нее, и она довела своего робота до абсолютного предела, чтобы двигаться так быстро, как только могла, чтобы увернуться от удара. Ракеты и уничтожили корабль Айна. Когда одна из их боевых машин была уничтожена, остальным кораблям Дарсенов было приказано отступить, и Саки почувствовала гордость за себя. Несмотря на поражение, Кейн, казалось, не волновался, так как у него в голове был другой план. Как и в других местах, Дре прокрался к модулю 77 и проник в него. Позже Харуто показал своим друзьям различные клапаны, хранящиеся в нижней части модуля, и Сатоми сказала, что студенческий совет сделает их своей собственностью. Харуто сказал ему нет, но он ответил, что не имеет на них права, и сказал Нанами пометить их как собственность совета, но Харуто никогда бы не позволил ему этого сделать. Сико сказала всем, что Харуто не отступит от своего решения, и напомнила Сатоми, что Харуто знает о них больше всех. Эти роботы, поэтому она подумала, что он должен быть главным за них, и все остальные, кроме Сатоми, согласились с этим. Так как все они голосовали, он сказал им, что все студенты должны принять участие в голосовании, но пришел Такуми и сказал ему подождать, пока он сам не осмотрит всех роботов. Дре тайно сфотографировал несколько незаконченных роботов по приказу Кейна, в то время как в другом месте Кайдзо проводил военную подготовку, чтобы научить других защищаться. Он тоже хотел стать пилотом, не зная, что для этого ему придется отказаться от своей человечности. Несмотря на то, что Харуто спас их людей с помощью этой силы, он не мог не испытывать отвращения к самому себе, так как не мог контролировать себя, когда им овладело безумие. Он чувствовал себя монстром. Но Айна напомнила ему, что он такой же человек, как и все остальные, и поклялась всегда оставаться его другом. В комнату студенческого совета внезапно ворвался Такахи, и, попросив Сатоми пойти с ней, она отвела его в уединенное место. Он попытался поцеловать ее, но она почувствовала, что это неправильно, и убежала. Его сестра Акира подумала, что у его брата нет рис, и посмотрела в другую камеру, чтобы увидеть, как эльф что-то сажает. На кухне Сико готовила какое-то блюдо, которое выглядело так, будто могло вызвать дьявола. Мари насильно заставила Саки съесть его, и несмотря на то, как оно выглядело, блюдо показалось ей действительно вкусным. После этого все попробовали блюдо и похвалили ее, а она поблагодарила Саки за помощь, хотя сама ничего не делала. Затем в комнату вошел Лолф и, сказав, что блюдо было вкусным, дал Сико кучу бумаг, которые он подготовил для военного развития и территориальной экспансии. О новом руководителе. Он думал, что превращение страны в вооруженное государство – это единственный способ выжить. Но когда Сико отверг эту идею, он закрыл всю школу и сказал всем ученикам, что он взял под контроль эту страну, и теперь они должны отдать свои жизни во славу из этой нации. Он установил множество ловушек вокруг школы, чтобы никто не смог до него добраться. Но Ризо проник на кухню, взобравшись на окно, а Саки направил нож на Лалфа. Несмотря на численное превосходство, он легко справился с ними, в то время как где-то в другом месте Харуто поговорил с Анной о том, что Саки случайно решила помочь Сико с готовкой. И она сказала ему, что это ее способ о том, чтобы поблагодарить ее. В прошлом у Саки было повреждено колено, поэтому она наложила ей повязку и поблагодарила ее. Анна назвала эту новую версию Харуто Святым Духом, так как считала, что Бог посетил его и наделил силой. Он чувствовал себя счастливым, потому что Святой Дух звучал намного лучше, чем монстр. После этого Лулф сказал Харуто, что он взял в заложники всю страну и приказал ему управлять своим вольвравом. Когда он подошел к роботу и собирался сесть в него, Лулф приставил пистолет к его голове. Но Дре выстрелил в него, поэтому он использовал тело Харуто в качестве щита и заставил его принять на себя все пули. Он использовал светошумовую бомбу, чтобы отвлечь Дре, и когда он бросил свое оружие по его приказу, Дре сказал, что простит его, если он скажет ему, что он не предавал их. Он хотел сделать Лулфа своей правой рукой, но он не мог стать ничьей рукой,
так как нашел себя в облике Харуто. Затем появился Харуто с пистолетом в руке и сказал им освободить школу. Когда Дре направил на него пистолет, ЛФ заставил его остановиться и сказал Харуто, что он нужен Джору, чтобы выжить. Такуми зашел на кухню и обнаружил там всех связанными веревками, в то время как Анна тайком видела Харуто. Затем Вирс прибыл туда на Вафе и начал взрывать все вокруг, в то время как Саки бросилась к своему роботу. Дре заставил его остановиться, и после того, как он вошел в Вафе, Лулф выбросил их в космос и увидел целую эскадрилью Доранов, ожидающую снаружи. Он огляделся в поисках Харуто и увидел, что тот оказался в ловушке под стальной балкой. В то же время Саки вошла в своего робота и отправилась в космос сражаться с силой Доршина. Она мгновенно уничтожила несколько вейфов, после чего остальные внезапно отступили. Анун накрыла своего робота магнитными бумерангами, чтобы не дать ему двигаться. В модуле Лулф понял, что не сможет самостоятельно поднять тяжелую стальную балку. Поэтому, когда Харуто проснулся, он сказал ему использовать свое тело. Не было никакой гарантии, что его тело сможет управлять клапанным приводом, и он подумал, что это даст наибольшие шансы на успех. Харуто сказал ему, что если он погибнет в бою, то умрет вместе с ним, но Лав был готов пойти на этот просчитанный риск. Так как к полудню Саки должен был погибнуть, Лав вмешался и использовал инструкции, данные ему настоящим Лафом, чтобы сражаться. Все корабли Дарсена и Вафли стреляли в него, но он уклонился от всех их атак и уничтожил кучу вафель в одно мгновение. Аинс приказал полудню отступить, но тот отказался это сделать и бросился головой вперед на Лалфа. Но вместо того, чтобы вступить в бой, он вывел его из строя, вместо этого Уни, стреляющий бумерангом, оказался на своем корабле. Их стратегия провалилась, дарсанские войска отступили, Арюма подошел к телу Харуто и подумал, что ему нужно отвезти его куда-нибудь еще, пока его никто не увидел. Поэтому он позвонил Анне и увидел, что ее телефон звонит неподалеку, а ее разорванное на части тело парит в условиях низкой гравитации. Внутри тела Эльф Харуто нашел фотографию девушки в штанах, и когда он посмотрел на нее, слезы потекли из его глаз, так как тело было разорвано на части. Этот человек был важен для меня. 10 лет назад молодой заключенный сбежал от охранников в Дорше и встретил принцессу по имени Лизола. Она спросила, кто он такой, но прежде чем он смог ответить, к нему подошли охранники. Так что если я вытащу шпильку из ее волос и воспользуюсь ею, чтобы взять ее в заложницы. В настоящем, когда он проснулся, он обнаружил, что связан ремнями, и начал осматривать все вокруг себя. Увидев часы Такуми, он сказал всем, что модуль упадет через 6 часов, но отказался сообщить им что-либо еще, пока Харуда не заключит с ним контракт. Он заявил, что если согласится на контракт, то спасет себя и свою страну. Сидя на алтаре, Саки напевала и ругала себя за то, что оказалась недостаточно сильной в последней битве. Когда Мари была в школе, она отдала Харуто окровавленные разбитые очки Анны, и Рума агрессивно спросила, почему он не защитил ее. Сико удалось успокоить его, сказав, что Анна не хотела бы, чтобы он так себя вел. Но он не мог сдержать слез, которые постоянно лились из его глаз. Остальные ученики тоже были убиты горем из-за смерти Анны. Нанами со слезами на глазах вытирала кровь Анны с пола. Поскольку она не могла позволить детям делать это, Такуми подошел к ней и предложил свою помощь. Тем временем Дир сообщил Кейну, что, как он и предсказывал, на самом нижнем уровне модуля он нашел 5 полных комплектов клапанов, а также несколько других разобранных блоков. Кейн похвалил его усилия и сделанные им снимки и сказал ему, что у него будет еще только один шанс вернуть им любовь. Командир Крим была надменной, и когда Нун заигрывал с ней, она напомнила ему, что между ними огромная разница в возрасте. Поэтому он предложил показать, насколько глубоко его взрослость может проникнуть в нее и свести на нет эту разницу в возрасте. Акира, который был связан эльфом, был освобожден Сико. И она рассказала ему обо всем, что произошло, пока она была связана. Она вдруг заплакала, думая об Анне. И когда Сатоми вошла в свое убежище, Акира оттолкнул его ногой, и он был потрясен, увидев, что его сестра общается с другим человеком, кроме него. В Академии Сакамори Харуто сказал Саки, что Анна не считает его монстром, а вместо этого думает, что его посетил бог. Хума пошел к профессору Такуми, чтобы попросить разрешения пилотировать Волвраве, так как он хотел отомстить за Анну, но тот отказался это делать, так как он хотел убедиться, что они в безопасности, и сказал ему остаться в живых ради Анны. Бродя по окрестностям, Сатоми наткнулась на Ризо, который пытался украсть немного оружия, так как считал, что каждый должен постоять за себя и не дать погибнуть еще кому-нибудь из своих товарищей. Сатоми пыталась вразумить его, и внезапно зазвонила аварийная сигнализация, так как дарсиане приближались на модуле, и Сико приказал всем вернуться на свои назначенные позиции. Харуто вошел в свой вальрейв в офигенно крутом костюме и отправился в космос в качестве первой линии обороны. Он уничтожил Вафа энергетическим мечом, а когда другие Вафы напали на него, он использовал свою косу, чтобы сломать их защиту, и продолжал уничтожать все больше и больше из них. Увидев его, Саки почувствовала, что не может оставаться в стороне, так что она тоже начала увеличивать количество убийств. Тогда страх запустил в нее магнитными бумерангами, так что Харуто пришлось пойти и помочь ей выбраться. Но это был план Дорши,
так как они хотели использовать отвлекающий маневр, чтобы позволить Дре проникнуть в модуль вместе с другими солдатами. Саки была поражена взрывами, когда пыталась увернуться от бумерангов, и некоторым из них удалось прикрепиться к роботу Харуто, в результате чего он замедлился и стал легкой мишенью. В модуле Дре и другие солдаты использовали боевые корабли Геора из гавани, чтобы атаковать школу, и он приказал всем сдаться, сказав, что будет стрелять каждую минуту с интервалом в 100 метров, и велел им отвечать, пока артиллерия не достигнет школы. Когда два робота оказались на острие атаки вражеских сил, Кума попытался пробраться к Вальдеровым, но солдаты Дорши ранили его в плечо. Сатоми пошла к месту, где держали эльфа, и сказала ему умолять Даршу сохранить ему жизнь, чтобы они помогли ему. Мог бы использовать его для переговоров и пригрозил убить, если он не согласится, но Лалф отказался и хранил молчание. Затем пришла Сико, и после того, как она остановила Сатоми, ей позвонил Харуто, который хотел поговорить с Лалфом. Он сказал ему, что теперь он спасет Джора, потеряв 8 жизней, но Харуто хотел, чтобы он спас всех, сказав, что у них обоих были свои причины делать то, что они делают. Что мы и делали. Он поклялся спасти всех вместе с девушкой на фотографии, которую он нашел в кармане эльфа. Так вот, он назвал его наивным, а Харуто ответил, что они похожи на кофе с сахаром, и так как он был горьким, то они прекрасно подойдут вдвоем. Услышав это, Лульф решил взять свои слова обратно и предложил защитить всех, как того хотел Харуто. Он приказал ему отвести зеленый клапан в определенную точку и расположить его на несколько градусов западнее, пока он будет пробираться через школу, устраняя каждый солдат на своем пути. После этого он приказал ему разрушить врата, и когда он это сделал, из модуля начала вытекать вода, а поскольку в космосе действительно холодно, морская вода превратилась в ледяные осколки, которые удалили бумеранги из роботов, а также слили морскую воду из модуля, что остановило Дре и других, кто использовал боевые корабли. Затем мы повернули прямо к Саки. В то время как Нун отправился за Харуто, но Лульф повредил корабль последнего своим собственным кораблем, чтобы выиграть Харуто немного времени. Поскольку робот был перегружен, Харуто начал заряжать свой клинок Хирокири, и Лульф победил Аинза, который пытался остановить его, врезавшись в него своим кораблем. Затем Харуто уничтожил один из главных кораблей Дорши, и Кума почувствовал, что в конце концов ничего не сможет сделать. Оказавшись в космосе без своего корабля, Лульф вспомнил о прошлом, когда солдаты говорили Лизелот уходить, когда он взял ее в заложники. Она предложила разделить с ним половину своей жизни, чтобы солдаты не причинили ему вреда, и отрезала свои волосы, чтобы отдать их ему. Его, так как ее мать сказала ей, что волосы – это жизнь женщины. Аруто в конце концов нашел его после долгих поисков и сказал ему, что он чуть не разорвал их недавний контракт, умерев, но Лав был уверен, что он придет за ним, потому что он был таким добрым. Новость о смерти Анны распространилась повсюду, и многие люди обратились к Эф, чтобы выразить ей свое почтение. Когда он был на ее могиле, Кума услышал, как Рей заговорил своему умершему другу Набу, что в конце концов он попадет в один из вольверавов и отомстит за его смерть. Позже ЛФ рассказал Харуто о планах своего боевого построения, и у него не возникло проблем с этим, так как он знал, что то, что я делал, было бы лучшим для всех. Он внезапно начал впадать в состояние безумия, так что я вырубил его ударом в живот, и в глазу робота Харуто появился символ, говорящий о том, что он голоден. Используя вальравы, Харуто и Саки направили модуль к Луне, так как она считалась нейтральной территорией, где не допускались боевые действия. В то время как Эльф разработала программу тренировок, чтобы подготовить всех к предстоящим сражениям. Нанами также обучала студентов оказанию первой помощи, но она надеялась, что они не пострадают в первую очередь. Через некоторое время сработала сигнализация, так как Кайдзо был пойман при попытке попасть на вечеринку Велф в ангаре в 5-й раз. Увидев роботов, Кума подумал, что таким образом он сможет отомстить за своих друзей, но Лульф посмеялся над ним. Как будто совершенно неопытный новичок, вроде в конце концов, если бы он стал пилотом, то доставил бы много хлопот, так как если бы кто-то был связан клапаном, никто другой не смог бы им воспользоваться. Затем он спросил Куму, сможет ли месть за его любовь вернуть ее к жизни, и напомнил ему, что они должны предпринять все возможное, чтобы этот модуль выжил. И это не включало в себя то, что он станет пилотом. Позже Харуда и Сико подсмотрели за Кумой, когда он практиковался в сборке оружия, и сказали, что беспокоятся за него. Пока они продолжали разговаривать, снова сработала сигнализация, так как Дорша снова атаковал модуль, и студенты в командном центре использовали барьер, чтобы остановить его. Блокируйте приближающуюся огневую мощь Дорши. Такуми нашел интеллект эльфа пугающим, так как именно он придумал этот барьер. В то время как в других местах Кума и другие ученики использовали навесные орудия для уничтожения волн. Когда Харуто и Саки отправились в космос, Кейн приказал отрядам отступить, так что роботам пришлось бы отойти от модуля, поскольку у них был другой флот, чтобы атаковать модуль с другой стороны. Пока они вдвоем сражались с флотом Кейна, Сико и Мари принесли немного сладостей для всех в командный центр,
и Сико насильно скормила одну из них Лалфу. Однако их небольшой перерыв закончился, когда они обнаружили другой флот Дорши, атакующий их, и использовали барьеры и оружие, чтобы остановить их. Харуто увидел, что модуль был атакован, и Сико сказала ей, что на них напали, когда они уходили, поэтому он и Саки попытались вернуться в модуль. Но бывшие друзья Лульфа помешали им это сделать. Во всем модуле отключилось электричество, так как система ограждения была слишком мощной, чтобы справиться с энергосистемой. И Кума был вынужден отойти от пистолета, которым он управлял, так как электричество пропало. Кайзо тоже освободили из камеры. Отправившись в ангар, чтобы починить электропитание, Рюма увидел, что там несколько дней пытались войти в Вальраф. Поэтому он попытался остановить его. Но тот сказал ему, чтобы он пошел отсосал где-нибудь в другом месте. Когда он попытался остановить его физически, Деза ударил его по лицу и сказал, чтобы он приберег свое нытье для интернета. Он делал все это ради своего друга Набу. Так вот, Кума начала рассказывать об Анне и рассказала ему обо всем, что ей нравилось делать, и о том, как сильно она ее любила. Когда Ризо спросил, что, черт возьми, он пытается сказать, он ударил его и сказал, что он борется за себя. Затем он сам вошел в клапан и, отказавшись от своей человечности, отправился в космос и спас модуль от разрушения, заблокировав мощный взрыв крыльями о своем роботе. После этого он использовал свои энергетические лучи дальнего действия, чтобы уничтожать волны на расстоянии, и даже когда они сгруппировались в щит, он все равно легко уничтожил их всех. После того, как он уничтожил большой корабль, военный корабль приблизился к нему сзади, и пилот сказал ему, что его спина была более открытой, чем нога его матери. Но Ризо сам пришел в ярость и уничтожил корабль. На их пути было много вафель, так что они вдвоем работали вместе, чтобы превратить их в металлолом, в то же время прикрывая друг другу спину. Когда ситуация изменилась не в их пользу, командир подразделения, атаковавшего модуль, Маник, приказал своей тяжелой осадной артиллерии открыть огонь по модулю. Вульф сказал Куме, насколько разрушительной была эта атака, поэтому он немедленно встал между атакующим и модулем. Задаваясь вопросом, что бы сейчас сказала Анна, если бы он признался ей. Когда огромный энергетический взрыв приближался к нему, он увидел дух Анны, говорящий ему не приходить за ней в будущем. Загробная жизнь. Поэтому он использовал свои крылья, чтобы отразить атаку, прежде чем уничтожить вражеский корабль. Криминал сказал Кейн, что она не слышит ответа от командира Меннингера, и после того, как он сказал, что им удалось успешно воспроизвести вальваров. Он объявил операцию оконченной и приказал всем силам отступить. Когда Райза и Кума вернулись в ангар, студенты подошли к ним и начали петь им дифирамбы. Но момент славы Райза длился всего минуту, так как Луф планировал снова посадить его в тюрьму еще на неделю. Сатоми и Сико высоко оценили усилия Рюмы по их защите, а Харуто напал на Луфа, так как прекрасно знал, что нападение было отвлекающим маневром, но не сказал им об этом. Однако Рюма сказал ему, чтобы он оставил прошлое в прошлом, и попросил его позволить ему сражаться на его стороне. Позже Луф навестил Такуми, и после того, как выстрелил из пистолета в его руку, он рассказал, что каждый учитель и любой другой человек в модуле, кроме Нанами, были частью армии Геора, и весь модуль, включая учеников, существовал для вальвравов. Стремление Геора к миру не позволяло ему содержать значительные силы обороны, поэтому они решили разработать оружие, которое само по себе могло бы уничтожать целые армии. Уэлф был удивлен, что они смогли разработать такое продвинутое оружие, поэтому Такуми сказал ему, что они смогли это сделать благодаря некоторым информационным частицам, называемым рунами. Однако он не был частью команды разработчиков Валравес, так как у него были разногласия с вышестоящими начальниками, так что единственное, что ему разрешалось делать, это наблюдать за студентами, которые были специально приспособлены для работы с клапанами. Все учителя в школе были солдатами, кроме Нанами, потому что официально это была обычная школа, так что им пришлось нанять еще и нескольких стажеров. В Валвраве Ван была встроена странная программа, а также клинок Хирокири, который существовал только в этом Валвраве. Через некоторое время Нанами встретилась с президентом Эрис Джеффри, и он сказал ей, что ей придется посещать международные конференции в качестве представителя Георы из-за героического поведения Георы. Победа над Доршей, но она не чувствовала, что заслужила эту победу. Сико рассказывала Акире о том, как она помогает другим, и накормила ее чипсами с рук. Когда она почувствовала себя с ней комфортно, Сико спросила, не хочет ли она сходить в супермаркет, когда они доберутся до Луны, и она согласилась. Пилоты Валравы обсуждали некоторые эксперименты, чтобы выяснить, насколько сильно изменились их тела. Услышав это, Ризо поделилась с другими мальчиками планом, который был у нее самой. Затем Нанами привлекла всеобщее внимание, выступив в микрофон, и сказала, что им нужно выбрать премьер-министра для Геора, который будет взаимодействовать с международными СМИ, поскольку они скоро достигнут Луны. До сих пор она выполняла роль представителя, но теперь она почувствовала, что им нужно провести выборы, чтобы определить официального премьер-министра. Сатоми, будучи президентом студенческого совета, быстро стала кандидатом, и ко всеобщему удивлению Кайдзо тоже захотел участвовать в выборах.
Хума и Саки сказали Харуто, что он тоже должен участвовать в выборах, но он не подходил для этого, и им нужен был кто-то экстравагантный вроде Сико. Затем Харуто пошел к Лулфу, который вызвался наблюдать за выборами, поскольку он не имел права голосовать, будучи беженцем, и спросил, есть ли у него на уме какой-нибудь трюк. Но он заверил его, что сделает это сам. Будь справедлив. Нанами тоже хотела принять участие в выборах, и когда Такуми спросил, почему она предложила идею выборов, она сказала ему, что хотела бы, чтобы лидера выбрали ученики. Она была одета в свой откровенный наряд в лифте. Такахи был шокирован, когда Харуто вошел в лифт и подумал о том, чтобы заставить свой экскалибур подняться, сняв с нее то немногое, что у нее было. Но будучи девочкой, она хотела действовать на ощупь. Она сказала Харуто, что ему нужно хорошенько потрудиться, чтобы проникнуть внутрь ее ног. Харуто понятия не имел, о чем, черт возьми, она говорит, и когда он впал в бешенство, то попытался выпить жидкость из организма Такахи. Но Саки сумел вовремя остановить его и объяснил ситуацию, сказав, что Харуто теряет себя в присутствии большого замысловатого сюжета. Она посоветовала Такае не надевать этот наряд в присутствии этих похотливых мальчиков, и когда они уходили, Такахи попытался остановить его. Харуто сказал Саки, что он все чаще теряет контроль над собой, и ему стало страшно, думая, не станет ли это постоянным. Поэтому Саки предложил убить его, если это когда-нибудь случится. Случилось. Мари и Сико затем прибыли на их место, и Саки спросила последнюю, хочет ли она стать кандидатом на предстоящих выборах. Она чувствовала, что у нее нет лидерских качеств, но ученики, которые были поблизости, считали иначе, поскольку она помогла им всем в какой-то момент в их школе время. И все они хотели, чтобы она стала кандидатом. Тем временем Кейн сказал Дорогуше и остальным, что модуль в конечном итоге достигнет Луны, и они не смогут напасть на них там, так как это нейтральная зона. Поэтому он заявил, что их следующая атака будет последней, и сказал, что на этот раз он будет сражаться сам с собой. Наступил вечер, и ученики собрались возле школы. Но Харуда понял, что Шоки там нет, поэтому он отправился на ее поиски и нашел ее возле храма. Она смотрела новости об убийстве своего отца, предыдущего премьер-министра, но все еще верила, что он жив. Она не хотела быть кандидатом, потому что верила, что ее отец жив и однажды вернется. Не зная об этом раньше, Харуто ругал себя за то, что не был рядом со своей драгоценной подругой, поскольку она боролась с этим в одиночку. Саки тоже прибыла туда, и Харуто пообещал спасти ее отца, так как теперь в модуле были другие пилоты, которые могли защитить его. Сико остановила его, сказав, что идти одному слишком опасно. Но кто-то очень важный для Харуда плакал, и он не мог просто сидеть сложа руки, ведь они были друзьями долгое время. Затем она поблагодарила его и сказала, что собирается стать премьер-министром, чтобы сражаться бок о бок с ним, чтобы они оба могли вместе спасти ее отца и семьи других студентов. Она быстро побежала подавать заявку на участие в выборах и была удивлена, увидев, что Мари уже заполнила анкету за нее, так как знала, что Сико рано или поздно придет. Саки сказал Харуда, что между ним и Сико ничего не получится, поскольку он был святым духом, а она простой женщиной. Человек. Внезапно он начал впадать в бешенство, а в другом месте Сатоми выступила с речью перед учениками и пообещала обеспечить всем хороший образ жизни, если он стал президентом. Что касается последнего кандидата, то Сико вышла на сцену и сказала всем, что они должны устроить школьный фестиваль, когда доберутся до Луны. Это было отложено из-за войны, и поскольку всем так понравился фестиваль, она подумала, что ученики заслужили подобное мероприятие, и все ученики сказали ей об этом. Она поделилась своими планами относительно того, что они хотели бы сделать в этом году. В конце концов, все заговорили об этом, и Сатоми почувствовала, что сейчас не время говорить о празднике, когда они на войне. Но Сико хотела, чтобы это произошло, потому что никто не мог сказать, что случится с ними через несколько дней, и теперь у них был единственный шанс. Пришло время вести себя как студенты, поэтому он попросил студентов присоединиться к ней и быть немного жадными до наслаждения своей жизнью. В заключении своей речи она сказала всем, что признается в любви человеку, которого она полюбит, как только они достигнут Луны. И все мальчики были счастливы, гадая, могут ли эти люди быть ими самими. Пока она говорила, Харуто напал на Саки под влиянием программы, встроенной в Valrave One. Она обхватила его голову руками, зная, что это проклятие, и когда Харуто проснулся позже, он увидел Саки без одежды, и она сказала ему, что Сико победила выборы. На флагманском корабле Дорши Рюдзи отец Сико проходил судебный процесс на 54-й военной сессии, и Делиас, один из адмиралов Дорши, обвинил его в тайной разработке оружия массового уничтожения, которым были клапаны, в то же время заявляя о нейтралитете Геора, будучи его бывшим президентом. В Академии Сакамори Сико сказала Акире, что она продемонстрирует свои обычные человеческие действия, когда они доберутся до Луны, так как это позволит
позволит им снова вести себя как обычные студенты и исправить все, что сломалось внутри них из-за этого конфликта. Когда я бродил по городу, мысль о том, что он напал на Саки, постоянно преследовала Харуто, и он позвал ее приехать в город, так как ему нужно было о чем-то поговорить. Но она сказала ему найти хорошее место, где они могли бы поговорить. Ризо протестировал свой клапан в космосе по приказу Такуми, а когда он вернулся, Такуми охладил нагретого робота водой и подумал, что охлаждение роботов позволит им вести более длительные сражения. Затем студенты разоделись в пух и прах, так как предполагалось, что они будут частью нового правительства Геора. Сатоми спросила Такахи, почему на ней такая откровенная одежда, и она сказала ему заткнуться нахрен и просто наслаждаться пейзажем. Гуляя по улицам, Харуто все пытался заговорить с Саки, но она отказывалась это делать, пока они не добрались до подходящего места. Когда она увидела бар, они вдвоем направились туда, и Харуто попытался сварить ей кофе. Пока он этим занимался, Сико позвонила ей, но Саки незаметно отключила звонок. Сико получила поздравительное сообщение от Акиры с тем, что она стала премьер-министром, и когда она поблагодарила ее, Акира подумал, что было бы невежливо написать ей. Поэтому она решила выступить в первый раз. Сатоми сердито спросила, почему его сестра разговаривает с ней, и отобрала у нее телефон. Но Такахи забрал его у него и попросил показать фотографию его сестры. Сико забрала телефон обратно и, извинившись перед ней, попросила Акиру подойти к фотобудке, так как там были все ученики, но график тревожности Акиры начал мгновенно расти, так как она вспомнила свою израненную прошлую жизнь, и в конце концов у нее случился приступ паники. Когда Сико собиралась пойти проведать ее, Сатоми остановила ее, так как ответственность за Акиру лежала на немецком. Тем временем, во время просмотра своего собственного фильма, Саки упомянула, что у нее никогда не было семьи или друзей. Но Харуто думал иначе, поскольку она была популярным идолом, снимавшимся в кино. Но, к его удивлению, она хотела, чтобы ее выбрал только один человек. Харуто спросил, не о нем ли она говорит, как вдруг те же самые диалоги, которые, по ее словам, были воспроизведены в фильме. И она начала смеяться, сказав, что все еще помнит свои реплики. Харуто знал, что она просто пытается что-то скрыть, поэтому он сказал ей, что она больше не одинока. В этот момент зазвонил сигнал тревоги, указывая на то, что на них напали. Дарсианский флот под командованием Делиаса преградил Джору путь к Луне, и у них не было другого шанса, кроме как прорваться сквозь них, если они хотели попасть туда. Делиос позвонил Кейну и сказал, что не ожидал от него неудачи. Так что он извинился и сказал ему, что у Волвравес был лимит времени, и им нужно было заставить их сражаться на износ. Все Волвравес перемещали модуль к Луне, но они были вынуждены уйти и сразиться с дарсианскими силами, которые приблизились к ним. Несмотря на то, что они постоянно уничтожали ВАВС и другие корабли, несколько блоков модуля все равно были уничтожены, так как их было слишком много, один из них. Харуто сказал Лафу, что они не справятся с этой атакой, но он заверил его, что все идет по плану. Все вражеские силы выстроились в линию за модулем, и если Харуто направит на них свой клинок Хирокири, он сможет уничтожить их всех одним махом. Затем он дал Сатоми инструкции, которые он записал о каждом возможном сценарии, и сказал ему следовать сценарию. Затем они получили известие, что Дорша хочет поговорить с премьер-министром Джорджа. Так что эльф отвез Сико в резиденцию премьер-министра, чтобы все прошло профессионально, поскольку она была премьер-министром и должна была выглядеть соответственно. Когда он соединял звонок, Сико вспомнила то время, когда все, что они знали, это мир, и она жила без страха. Когда звонок соединился, Делис показала Сико своего отца и сказала ей, что военный трибунал приговорил его к смертной казни. Когда он приказал своим подчиненным готовиться к казни Рюдзи, Сико назвала его чудаком с блестящей головой, поэтому он ответил, что это комплимент для него. Пока она продолжала говорить с ним, эльф сообщила ей, что они находятся в середине флота и находятся прямо в центре города. Путь клинка Харикири. Харуто продолжал заряжать своим Велфрейв, и Сико растерялась, не зная, что делать, так как там был ее отец. Остальные Велфрейв продолжали сражаться с незначительными силами дарсиан, и Сатоми была удивлена, увидев, что все идет по плану Лав. Пока в голове Сико крутились тысячи мыслей, Делиас сделал ей предложение и сказал, что позволит всем студентам и их семьям добраться до безопасной страны, если она отдала им клапаны. Но другие жители Геора все равно были бы убиты. Безопасность и семья были достаточными причинами для того, чтобы люди жили своей жизнью, и поскольку она испытывала противоречивые чувства по поводу того, что делать, Лулв заранее зарядил свой пистолет на случай, если она примет неправильное решение. Рюдзи почувствовал гордость за то, что его маленькая принцесса стала премьер-министром Диор, и поговорил с ней, поскольку это был их последний шанс, но охранники повалили его на землю. Пока модуль взрывался, Харуто продолжал заряжать клинок Хирокири, и Рюдзи сказал Сико, чтобы она не винила себя и просто приняла правильное решение. В конце концов, она не согласилась с соглашением, и в конце концов, когда клинок Харикири был заряжен, Харуто использовал его, чтобы уничтожить модуль. Весь вражеский флот был уничтожен одним ударом, и Сико увидела, как ее отец умирает прямо у нее на глазах. Когда дарсианские войска потерпели поражение, Сатоми приказала Вальравам переместить модуль к Луне, а Сико продолжала сильно плакать. Как раз в тот момент, когда они думали, что война наконец закончилась,
появился Аинс на военной машине и засунул огромный бур в модуль снизу. Когда он начал подниматься, солдаты Доршина проникли в модуль, и Аинс оставил бур в руках Нуна. Студенты спросили Сатоми о приказах, но он не знал, что сказать, так как в записях об этом ничего не было. Поскольку его робот не мог двигаться, Харуто велел Саки отвезти его обратно в модуль, чтобы он мог сражаться сам. Кейн также был среди сил, проникших в модуль, и причина, по которой его план сработал и Лалф не мог догадаться, заключалась в том, что он был его учителем. После того, как Саки отвела его в модуль, Харуто уже собирался войти, но остановился и подошел к ней, чтобы спросить, может ли она якобы вышла за него замуж. Он хотел посвятить свою жизнь этому и взять на себя ответственность за то, что он сделал. И хотя ее глаза оставались открытыми, когда он сказал это, она сказала ему, что, будучи айдолом, она никогда не сможет привязаться к одному человеку, потому что она была его домом. Она сталкивалась с подобными вещами каждый день, когда была знаменитостью, и сказала Харуто, что мир, в котором она работает, заставит таких детей, как он, трепетать. Она напомнила ему, что он был одержим Святым Духом, так что в том, что он сделал, не было его вины, и они должны уйти. Немедленно возвращайтесь в модуль. Увидев, что Сико безостановочно плачет, Акира хотел позвонить и утешить ее, но не смог набраться смелости сделать это. Эльф сказала Сико взять себя в руки, так как она не должна допустить, чтобы смерть ее отца прошла напрасно. Затем Харуто позвонил ему и предложил Луфу использовать его, чтобы вытащить даршанцев из модуля, и отправил сообщение для Сико, что он победит любой ценой. Она сказала Луфу не рассказывать Харуто о смерти его отца, так как он будет мучиться чувством вины, если это произойдет. Тревога продолжала нарастать, и всего через час она в конце концов достигнет школы. Ученики на нижних этажах задохнулись от ядовитого газа, который постоянно выделялся из тревоги. Так вот, Сатоми сказала Велт, что если бур достигнет поверхности, то это отравит воздух и убьет всех. Каин взял Такуми в заложники, и просто взглянув на его шрамы, он понял, что когда-то был солдатом, поэтому он приказал своим солдатам забрать его, поскольку он хотел допросить его позже и уехал на то, что он назвал церемонией вручения дипломов. Пока Харуто находился в модуле, остальные продолжали сражаться с силами даршинов снаружи и объединили индивидуальные способности своих роботов, чтобы прикрывать спины друг друга. Затем Сико получила звонок от Сатоми, которая попросила ее спасти свою сестру, поскольку учения направлялись в ее сторону. Он рассказал, что над Акирой издевались в школе, когда она была маленькой, поэтому она боялась выходить на улицу, а теперь она не отвечала на его звонки. Так что Сико была единственной, на кого он мог положиться. Услышав их разговор, Акира посоветовал Сатоми держаться подальше от ее проблем и сказал, что она живет в своем убежище, потому что ей там нравится. И ни один идиот или хулиган не сможет ее там побеспокоить. Лульф планировал заставить врага атаковать клапан Харуто, в то время как они будут прятаться внутри двигателя и проникать в расположение противника. Когда они подошли к клапану, они увидели трупы студентов, которые наблюдали за клапаном, и поняли, что они были убиты Кейном. Райза и остальные отступили в школу, а Вир тем временем разогрел несколько роботов. Когда Райза напал на них, его робот быстро начал нагреваться, а когда на него напали другие корабли, он вообще не мог двигаться. Весь план разогрева клапанов кораблями был разработан Кейном, и Аинс с Виром не могли не задуматься о том, насколько умен был их хозяин. Когда Харуто напал на Кейна, он сразу же выстрелил в него и подумал, что он должно быть из третьего поколения, так как он не был убит. Даже атака Лулфа была заблокирована им. Но он похвалил его за желание напасть на своего хозяина без колебаний и похвалил его за это. Затем роботы-теплопередатчики сосредоточили свои намерения на Рюме, и хотя у него были защитные крылья, которые помогали ему, он все равно не мог уклоняться от них вечно. И в конце концов его клапан нагрелся. Тем временем Кейн выбил все дерьмо из ЛФ и сказал, что его защита была такой же жалкой, как и всегда. Пока он плавал там беззащитный, Харуто схватил Кейна и сказал ЛФ бежать, так как только он мог исправить это безобразие. Он убежал и наткнулся прямо на Дре, которому Кейн приказал взять его в заложники, и сказал, что заберет его глаз, чтобы отомстить. Сатоми попыталась вразумить Акиру, сказав, что она умрет, если останется там, но она предпочла бы умереть в своей комнате. Дома лучше, чем на улице. Увидев ее сообщение, Сико назвала ее сумасшедшей, разъяренной сукой и сказала, что она придет, чтобы спасти ее. Будучи единственной, кто мог двигаться, Саки изо всех сил старалась увернуться от роботов-теплоносителей, но Вир захватил ее на своем корабле и зажал между роботами-теплоносителями. Буровая установка почти достигла поверхности, и Акира отключила разбрызгиватели, чтобы Сико не пришла за ней, так как она думала, что Сико будет смеяться над ней и жалеть ее, как и все остальные. Но она сказала ему, что они друзья, и она никогда бы так не поступила. Когда дорогу ей преградил погрузчик, Сико перепрыгнула через него, но дрель достигла пола, на котором она находилась, и она потеряла сознание. Акира использовала разбрызгиватели и вентиляционные отверстия, чтобы ядовитый газ не попал к ней, и начала понемногу
паниковать, так как знала, что ей нужно выйти и спасти ее. Она почти выбралась из своей маленькой норы, но когда вспомнила все издевательства, с которыми сталкивалась в детстве, она вернулась обратно. Однако она вспомнила обещание, данное Сико, что они отправятся в супермаркет, как только доберутся до Луны. Поэтому она вышла на улицу и побежала к Сико, но путь ей преградили обломки. Ее внимание было приковано к отверстию, откуда лился яркий свет, и когда она направилась туда, то увидела клапан номер 6. После того, как она перестала быть человеком, она воспользовалась клапаном, чтобы добраться до Сико и посадить ее в кабину пилота. Затем она заметила сверло и остановила его в последний момент, используя оружие из своего клапана, которое уничтожало все механизмы, на которые оно попадало. Сверло начало опускаться и остановило Каина и Дре, которые забирали Харуда и Лейфа вместе с клапаном первого. Несколько вафов пришли, чтобы остановить Акиру, но начали нападать друг на друга, когда их настигла ее атака. Затем она освободила остальных, и они воспользовались этой возможностью, чтобы добраться до Волвравеван. Кейн был прямо перед ними, и Лав сказал Харуто атаковать его без колебаний. Поэтому он направил на него всю свою огневую мощь. Однако, покрытый зеленым сиянием, Кейн все еще был невредим и сказал им, что они никогда не смогут победить его. Он использовал демонический язык, чтобы покрыть себя большим количеством энергии, и направился к клапану номер 2, который, как считалось, был неработоспособен. Однако у него было с собой что-то, что пробудило клапан, и в кабине появился искусственный интеллект по имени Блу, который сказал, что ненавидит людей. Искусственный интеллект внутри робота Харуда звали Синий Брат, и Кейн использовал свои способности, чтобы дать роботу человеческие конечности, так как у него их не хватало. Вся эта запутанная жизнь, поскольку клапан номер 2 был сломан, и только специально подготовленные студенты могли управлять клапанами, но Кейн делал это в любом случае. Я заставил его поверить, что он не человек. Кейн сказал ему, что он был частью группы под названием Магиус, и они управляли миром из тени.